Привет, друзья! Давно я не выходила в эфир, но сейчас, наверное, не время молчать. И, конечно, я хочу поговорить о войне. О войне, о ее причинах, о ее ходе и о надеждах, связанных с ее окончанием. Все, что я буду говорить, это, конечно, мое личное, субъективное мнение, основанное, в принципе, и на моем же астрологическом взгляде. И этот мой взгляд возвращает, собственно, к исконному вопросу. Один мы народ, Россия и Украина, или разные? И астрология на этот счет весьма однозначна. Эти два государства на данном этапе развития имеют разные гороскопы, а значит разные границы, разные гимны, разный характер и разный менталитет. Да и традиционно Россия и Украина всегда олицетворялись разными знаками зодиака. Россия – это Водолей по традиции, хотя в современном гороскопе России в Водолее находится лишь Луна и узел. Кстати, Луна находится в Водолее и в гороскопе Украины тоже. Но архетипически Россия – это Водолей, а Украина – это Телец. И давайте рассмотрим отличия этих двух знаков зодиака. Водолей – это знак воздушный, знак идеи и коммуникаций. Но архетипически для Водолея настолько важна сама идея, что ради нее можно пожертвовать, собственно, даже ее носителями. Вся история России – это история вот таких вот жертв ради идей, ради то одного, то другого абстрактного принципа, от божественности власти до большевизма, от уравниловки до скрепы и семейных ценностей. Но важно само наличие ценностей. А вот семья, не семья, жизнь отдельно – это все уже совершенно не важно. Ну а те, кто имеет иное мнение, могут за это мнение вообще совершенно спокойно получить то ГУЛАГ, то тюрьму, то расстрел, то голодомор, все что угодно. Ну а для лучшего понимания низами идей россияне требуют себе жесткого правителя. Чем жестче, тем лучше. Сильная рука, как говорят. Но с такими ярлыками на княжение по принципу Золотой Орды. Украинский же телец – это совершенно иной психотип. Телец, как мы знаем, это первый знак материалистичной стихии Земли. Для тельца важно все материальное. Свой дом, свой двор, свой забор, своя трава, свой колодец, свое поле. Телец не приемлет универсальной власти, посылаемой ему извне, поскольку там сверху совершенно неизвестен запах его травы или вкус воды в его колодце. Люди там сверху не могут учитывать особенности его жизни, а соответственно они не могут эффективно управлять. Поэтому украинцы более приемлют демократию на местах и очень негативно относятся к централизованной власти. В принципе, в Украине инакомыслие построено ровно наоборот. Инакомыслящим народ быть не может, инакомыслящим может быть царь, и тогда он изгоняется на Майдане или Радой. При этом телец удивительно щедр со своими, но чужому он не отдаст ничего. Телец крайне упрям, и если покушаются на что-то его, любому придется столкнуться с огромным упрямством и с невероятным гневом тельца. Телец готов страдать за свою землю, и за свой народ, и за все свое, и никогда не обменяет чувства, эмоции и слезы за какую-то абстрактную идею. Такое отличие менталитетов создано не сейчас, оно берет свои истоки еще со времен Киевской Руси, и окончательно разделился он во времена монголо-татарского нашествия. Но это так, предыстоки. Основой и основной причиной этой войны это, конечно, страх свержения и желание войти в историю диктатора, который засел на сегодняшний день в Кремле. Он никогда особо и не хотел благосостояния для своих людей, опять действуя по водолейскому принципу. Он пытался найти идею, которая удержит его во власти.
Именно для этого были созданы все пропагандистские каналы, которые вещали 24/7, но стало этого уже давным-давно не хватать. Ну а испокон веков лучшим объединением для такого количества народу, как 140 миллионов россиян, может быть общий враг. И этот общий враг, конечно, находился. Ну и плюс замечательной идеей всегда была маленькая победоносная война. И этих войн было много. От Грузии, Приднестровья, Чечни до Крыма и Донбасса. И каждый раз россияне вместо ужаса замечательно приветствовали эти идеи. Рейтинг рос как на дрожжах, а самовозвеличивание и вставание с колен становились просто новой национальной идеей. Учитывались ли жизни, семьи, чувства тех людей, где проходили эти маленькие победоносные войны? Нет. Важна была всего лишь идея. Мы такие великие. Ну а правитель тем временем становился все более слепым и глухим к жизням собственно простых россиян, жителей своей собственной страны. И в нем все больше и больше стало зреть чувство, что он велик настолько, что может, собственно говоря, распоряжаться целыми народами. Ну а Украина все это время жутко упрямилась с ее-то тельцовским характером. Она прокинула ордынские ярлыки на княжение в 2004 году на Майдане, потом в 2014 году на Майдане и отправила Януковича в Ростов в ссылку, по сути, сама. Этого никак уже злобный карлик Кремля допустить не мог. Поэтому в пропагандистских телевизорах в Украине поселились виртуальные фашисты, геноцид, отравленные птицы, которые как-то разбираются между геномом россиянина и украинца и знают, куда нападать, и другие прочие какие-то непонятные твари, от которых бедную Украину надо было спасать. Но в войну с целой Украиной, которая совершенно не является маленькой страной, никто просто банально не верил, поскольку отличия между Россией и Украиной видны любому совершенно невооруженному взгляду, если он снимет с себя российские пропагандистские очки. Но вернемся к астрологии и к самому началу. Решение о том, что война будет, было принято Путиным, на мой взгляд, в районе 25 января. Именно тогда на Солнце в гороскопе России пришла черная луна. Черная луна – это такой в астрологии дьявол-соблазнитель, я бы сказала. Солнце в карте государства всегда означает правителя, президента. Ну а сам аспект соединения черной луны с Солнцем означает неимоверную гордыню, такое самовозвеличивание и неучитывание никаких своих ресурсов, что человек просто теряет связи с реальностью. При этом черная луна дает ему очень много энергии, но отбирает как ум или разумность, логику, так и совесть, понятное дело. Надо сказать, что в гороскопе России точка цели этой страны, МС, стоит всего в 4,5 градусов от этого Солнца. И черная луна пришла от Солнца правителя к точке МС достаточно быстро. Уже 16 февраля она вошла в зону действия аспекта соединения с МС. Наверное, не зря американцы предполагали начало войны на 16 февраля. И я вам скажу, что вот уже 21 числа, когда было выпущено первое обращение россиянам, ну это было такое россиянам, россияне Путина никогда особо не интересовали. Это было такое последнее предупреждение. Так вот, я думаю, ну и, наверное, каждый, кто посмотрит обращение 21 и 24, увидит, что эти два ролика были сняты одновременно. Тут мало того, что он одинаково одет, у него одинаковый галстук, одинаково совершенно висят флаги, но даже камера, ракурс камеры съемки поставлен абсолютно идентично. То есть я думаю, что одно обращение и второе обращение были записаны в один и тот же день, в районе 20 или 21 февраля.
Ну а когда 24-го это обращение было опубликовано, Черная Луна уже совершенно точно уселась на МС страны России, чем повернула 140 миллионов ее жителей к войне. Тут надо сказать об классической интерпретации соединения Черной Луны уже не с Солнцем, а именно с точкой МС. Прочитаю вам его. В лучшем случае начинается борьба с темным началом, препятствующая человеку достичь светлой цели. Ну, в данном случае не человеку, а стране. То есть отработка черной кармы. В худшем случае происходит сильное проявление всех негативных сторон, воплощение низкой порочной цели, закладка ритма для выполнения этой программы. Средние люди могут столкнуться с черными программами при достижении своих целей, которые могут отнести их далеко от желаемого пути. Так, в общем-то, и произошло. Тщеславие вот этой низкой массы понеслось, их подхватило и понеслось тучей на соседнюю страну. Понеслось вместе даже с детьми, с солдатами-срочниками. Понеслось вместе даже с парадным гардеробом, то есть планировали праздновать победу уже через буквально 2-3 дня после наступления. О чем можно было думать, планируя такое вторжение? Это тщеславие настолько ослепило, что совершенно отобрало логику, разум и планирование войны. И все ради не просто идеи, а идеи самой, казалось бы, чернолунной. И они поехали искать нацистов у других, вместо того, чтобы заглянуть в зеркало и посмотреть, как, собственно, выглядит обыкновенный фашизм. И так началась война. И это война водолейская. И по Водолею, стране-агрессору, и по эпохе Водолея. То есть это война воздушная, война небесная, война добра со злом, и она стратегическая фактически. Причем зло натренировалось очень хитро мимикрировать под любые версии добра, защиты, интересов, ценностей и так далее, и так далее. Так что, интересно, Украина-телец может противопоставить, чем встретить эту водолейскую навалу? Ну, чем? В Водолее у Украины, как я уже сказала, стоит Луна. Это народ. И народ встретит и встретил агрессора. Ну и кроме того, в Водолее же находится Солнце президента Украины. То есть в данном случае Украина получила небывалое, практически единократное в истории единение своего правительства с народом. Несколько слов тут я скажу про карту Зеленского Водолея. Карта его достаточно сильная и серьезная, и она имеет хорошие связи с гороскопом Украины. Впрочем, это, наверное, теперь уже понятно всем и без астрологии. Сейчас он выступает и тотемом Украины, и ее визитной карточкой. Ведь его аттрактивное соединение Солнца и Венеры как раз и находится в первом доме гороскопа Украины, который отвечает за ее внешний вид. То есть у нас Украина сейчас разговаривает хриплым голосом Зеленского. Его Меркурий точно на асценденте гороскопа Украины, поэтому он и формулирует те мысли, которые есть в самом народе. И формулирует их верно, потому что он, его Меркурий, тождественен с этим асцендентом, с асцендентом своей страны. И это еще не все. В гороскопе Зеленского Уран соединен с Плутоном в гороскопе Украины и одновременно с целями, с точкой МС Украины. То есть цели Украины нас сейчас совершенно точно совпадают с целями президента, ведь этот Уран, который соединен с МС Украины, он является управителем МС самого президента. Чем больше он сам растет, закрывая своими важными точками важные точки Украины, тем больше растет то взаимное влияние, которое они оказывают друг на друга. И вот такая синергия часто и является волной, которая выносит человека в историю, можно сказать. Так что он рискует, а мы рискуем им.
Из-за этой астрологической взаимности потеря Зеленского крайне опасна для Украины. Поэтому то, что его убийство является целью многочисленных диверсионных групп, ни для кого уже, в общем-то, и не секрет. Но особо опасные дни для его жизни были в начале марта, то есть 3-5, потом в районе 11-14 марта, дальше 27-29, когда Солнце будет проходить по южному узлу, а Сатурн по МС, включается трин Марс-Плутон. Это опасно, но это может тоже дать огромную силу. Ну, посмотрим, что принесет карма Зеленского, поскольку тут южный узел очень хорошо включен. Но особенно меня волнуют числа со 2 по 8 апреля. Волнуют они и по карте самого президента, самого Зеленского, и по карте Украины. Потому что, как по мне, именно в эти даты нас ждет очень серьезный перелом, я бы сказала. Это время, когда транзитные Сатурн и Марс соединятся в небе. Это соединение само по себе синтез активного, агрессивного Марса, влетающего в холодный камень Сатурна. Древние считали такой аспект одним из наиболее опасных из тех, которые могут подарить нам звезды. В позитиве он дает небывалое мужество, ну а в негативе небывалую жестокость. Но планеты на небе отражаются в нашей судьбе лишь тогда, когда они действительно цепляют какие-то важные точки нашего гороскопа, человека или страны. Ну и вот и у Зеленского, и у Украины, так как я уже говорила, их гороскопы связаны во многом, это соединение должно проиграться. То есть и в гороскопе Украины, и в гороскопе Зеленского. В месте соединения Марса и Сатурна находится точка МС президента, то есть точка высшего его взлета, самого наивысших профессиональных достижений и целей. Если бы Сатурн или Марс шли по отдельности и не было бы войны, я бы сказала, что через очень большие трудности Зеленский мог бы достичь небывалого авторитета по Сатурну или делать какие-то решительные шаги, бороться с оппозицией по Марсу. Но они идут вместе, и они идут в период войны. Поэтому в этот период я бы особенно предостерегла бы от импульсивных решений, от поездок, даже краткосрочных каких-то выходов на улицу и даже пребывания на высоких этажах. Владимир Александрович, вы нам очень-очень нужны сейчас. И я бы не беспокоилась так сильно, если бы это же самое не было выражено в карте Украины. Точка МС Зеленского находится всего в 2 градусах от Луны в карте Украины, то есть от сигнификатора народа Украины. Но это и понятно, сам народ сформировал цели Зеленского как человека из народа, когда он ставил себе цель стать президентом. Ну, со всеми вытекающими позитивными и негативными последствиями, конечно. Вообще, когда Сатурн идет по Луне страны, обычно в классических интерпретациях это всегда приносило стране трудности, неурожай, мор, бедность. Сатурн – планета медленная, она действует долго, это тяжелый аспект для души народа, я бы сказала. В зону действия аспекта соединения Сатурн вошел как раз примерно с началом войны, в районе 25 февраля. Ну а первая точная встреча, потому что этих встреч будет 3, Сатурн делает петлю на нашей Луне, как раз будет в районе 4-5 апреля. Вторая будет 8 августа и 3 около Нового года, что, в общем, конечно, не дает мне такой легкой надежды на строительство нашей страны, отстраивание. Такое легкое, красивое и очень-очень быстрое. Вряд ли так будет, конечно. И это утюжение Сатурна по нашему народу
я думаю, изменит его до неузнаваемости, изменит его душу, изменит его характер, изменит его менталитет, изменит его даже внешне. Строить придется много, медленно и основательно. Так вот, как я сказала, первая встреча пройдет 4-5 апреля, и она будет усилена многократно присутствием еще и в этой встрече агрессивного Марса. Да, это может быть серьезная техногенная катастрофа. Да, у нас действительно есть риск убийства президента. Он существует. Но это если рассматривать аспект конкретно в негативном варианте. Потому что встреча, допустим, Сатурна и Марса может означать и оборонительный союз, и высшую степень мужества, точности и концентрации. Бросок и удар в нужный момент. И все это мы можем обратить и себе на пользу. К чему я это говорю? Мы ведем с вами Водолейскую войну. Значит, Водолейская война, она имеет всегда два фронта. Непосредственно военный фронт и второй информационный фронт. И именно поэтому Россия так активно сейчас борется с инакомыслиями и с соцсетями, закрыв уже практически все возможные лазейки проникновения другой информации в свое инфополе. Потому что информация – это главное оружие в этой войне. И если мы стоим на светлой стороне, наше оружие тоже должно быть светлым. Оно должно быть настолько светлым, что должно просто сверкать и ослеплять. Как вы думаете, равнозначны ли цели, например, победить в войне, наказать обидчика, обрести независимость? Одинаковые они по смыслу или нет? Ведь силы Украины сейчас достаточно, чтобы достичь самой главной цели, но нам надо очень точно определить эту главную цель, а все остальные считать побочными. Они придут, но они придут как бы вместе с. Нам очень точно нужно формулировать свои мысли и понимать, что следует за этой целью, что ждет нас, не их, а именно нас. Сейчас наше единение имеет огромную энергетику. Оно выводит людей на площади, людей, которые даже не знали названия нашей страны раньше. Оно меняет политику и будет менять политиков. Мы сейчас в состоянии стать центром нового мироустройства, политического мироустройства целой планеты. Но только в одном случае. В случае, если наше единение, наша энергетика будет создавать добрый, мирный, общечеловеческий посыл. Ведь сколько лет чем мы занимались с вами в мирное время? Мы занимались тем, что раскалывали страну. Раскалывали страну своими собственными мыслями, своими собственными постами и текстами. И каждый из нас в этом участвовал. И я тоже в этом участвовала. Ведь казалось, можно слить спокойно совершенно свой гнев в Facebook. Facebook все стерпит. Но это совершенно не так. Это не так, особенно потому, что мы живем с вами в эпоху Водолея. В эпоху воздуха. А воздух можно сжимать очень долго. Но когда он рванет, никому мало не покажется. Да, я пока не говорю, когда закончится война. Именно пока не говорю. Потому что вторжение России в Украину для мира, опять же, пока воспринимается локальным событием. И оно не будет таким. Будущее будет еще формироваться слоями. И мы должны понимать, что именно мы его и формируем. Количество выборов будет формироваться самими нами на предыдущих этапах. Ведь сколько бы ни говорили звезды, что ты победишь, ты никогда этого не сделаешь, пока не начнешь сражаться. И вот на всех этих фронтах нам очень важно не растерять человечность, не начать опять ссориться, выяснять, кто прав, кто виноват, кто больше патриот, а кто меньше патриот. Как можно было бы сделать по-другому? Просто каждый на своем месте, вместо того, чтобы поучать другого, должен делать тот максимум, который он может. И тогда мы победим совершенно неизбежно.
Вот гнев и мат – это для тех, которые сейчас на передовой, им нужно куда-то выпускать этот порыв. А мы должны очень четко, хорошо промывать себе рот, умывать пальцы на клавишах, промывать и прочищать мысли и максимально избавлять себя от любых негативных посылов, пытаться формировать абсолютно позитивный взгляд, позитивный месседж миру. Поскольку, ребята, зло выигрывает всегда, когда молчит добро, или когда добро забывает, что оно добро. Давайте об этом будем помнить, и все у нас будет хорошо. Я надеюсь, что мой дальнейший прогноз будет совсем позитивный, но давайте переживем эту первую неделю апреля. На сегодня все. Пока.